Сегодня хотелось бы с вами поговорить о печени. Печень – самый большой внутренний орган человека. Она находится справа полости живота под диафрагмой. И очень редко печень может находиться слева. Печень – непарный орган, то есть второго такого органа в организме нет. И нарушение функции печени опасно для жизни. Поэтому при заболеваниях печени необходимо постоянное наблюдение специалиста, обследование для контроля за состоянием здоровья и лечением. Перед тем, как начнем, прошу подписаться на канал и поддержать нашу каналу «Бережно к себе». Вам не сложно, а нам приятно. Заранее спасибо. Приятного просмотра. Печень выполняет важные функции в нашем организме. Компоненты пищи, поступившие в желудочно-кишечный тракт, всасываются в кровь и доставляются в первую очередь в печень. В ней происходят процессы их преобразования, образуются необходимые для жизнедеятельности вещества. Она принимает участие во всех видах обмена веществ, в обмене белков, жиров, углеводов. Только в печени образуется необходимый организму белок, альбумин, многие факторы свертывания крови. В ней образуется и накапливается гликоген, источник энергии для организма. Печень участвует в обмене витаминов и микроэлементов. Ее важной функцией является дезинтоксикационная. В ней поступают образующие в организме в процессе пищеварения и в процессе жизнедеятельности вещества. Лекарственные препараты. Некоторые из них могут быть токсичными для организма. В печени эти вещества преобразуются в малотоксичные продукты. В ней происходит дезактивация гормонов и других биологически активных веществ. Также печень обезвреживает всевозможные чужеродные для организма вещества, такие как аллергены, токсины и яды. Превращает их в менее токсичные или проще выводимые соединения. Она участвует в обмене билирубина, пигмент, образующий гостя при естественном распаде красных кровяных клеток. Нарушение функций печени при различных заболеваниях приводит к нарушениям обмена и выведению билирубина желчью и появлению желтушного окрашивания кожи и склер. Образующаяся в ней желчь имеет важное значение для процессов пищеварения. Таким образом, печень можно назвать большим химическим заводом, на котором синтезируется и преобразуется огромное количество веществ. Кроме того, печень – естественное депо крови, предусмотренные самой природой. При нормальном функционировании в ней содержится более пол-литра крови. Это позволяет поддерживать необходимый объем циркулирующей крови и работу органов кровообращения, что является особенно важным при кровопотерях. Основными функциями печени являются: я прошу вас подписаться на канал. Стремлюсь предоставлять ценный контент для вас. Заранее спасибо. Метаболизм. В печени происходит расщепление белков до аминокислот, синтез важнейшего соединения гликогена, в которые перерабатываются излишки глюкозы, а также протекает жировой обмен. Печень иногда называют депо жира. Кроме того, в печени осуществляется метаболизм витаминов и гормонов. Детоксикация. Как мы упоминали, в печени происходит обезвреживание различных токсинов и бактерий, после чего продукты их распада выводятся почками. Синтез. В этом железе синтезируется желчь, состоящая из желчных кислот, пигментов и холестерина. Желчь участвует в переваривании жиров, усвоении витаминов, стимулирует перистальтику кишечника. Причина развития патологии. Таким образом, нормальный обмен веществ, метаболизм в организме невозможен без правильной работы печени. Именно поэтому необходимо знать
Какие факторы вызывают заболевания печени, чтобы избежать их развития? Наиболее опасными являются следующие. Причины заболевания печени. Злоупотребление алкоголем. В печени происходит основной метаболизм этанола, спирта, содержащегося в алкогольных напитках. При небольших объемах потребления алкоголя клетки печени успевают справиться с его переработкой. При превышении разумной дозы этанол способствует повреждению клеток печени, накоплению в них жира, воспалению и разрушению. Одновременно происходит избыточное образование в печени соединительной ткани. Пациент с алкогольным поражением печени может жаловаться на слабость, общее снижение тонуса и аппетита, расстройство пищеварения. Постепенно эти симптомы усугубляются, к ним присоединяется тахикардия, желтуха и другие. При этом очень часто на ранних стадиях алкогольной болезни печени может не возникать никаких болевых ощущений. Неправильное питание. Обилие жирной пищи, сниженная двигательная активность приводит к тому, что в организме нарушается жировой обмен. В результате жир начинает скапливаться в клетках печени, вызывая их дистрофию. Это приводит к тому, что начинается активное образование свободных радикалов, частиц, несущих электрический заряд и представляющих опасность для клеток. В печени возникают очаги воспаления и некроза, разрастается соединительная ткань. В итоге может развиться цирроз. Неправильное питание становится причиной таких заболеваний, как неалкогольная жировая болезнь, цирроз, рак печени. Нарушение правил приема лекарственных средств и действия токсических веществ, бесконтрольный прием лекарств приводит к повышенной нагрузке на печень. Ведь в ней перерабатывается основная часть препаратов. Считается, что лекарственное поражение печени составляет до 10% от всех побочных эффектов, которые препараты оказывают на организм, и причем его симптомы могут появиться и через 90 дней после завершения приема. Есть и другие вещества, которые являются для печени опасными токсинами, например, промышленные и растительные яды. Вещества, оказывающие на печень токсичные действия, вызывают нарушение клеточных мембран, приводят к сбоям в работе гепатоцитов, могут служить причиной гепатита и пеночной недостаточности. Пациенты жалуются на боли в области печени, слабость, общее недомогание, может развиться желтуха. Вирусная атака. Воздействие вирусов на печень опасно в первую очередь развитием вирусного гепатита. Это воспалительное заболевание печени, которое в зависимости от разновидности вируса, вызвавшего его, может привести даже к летальному исходу. Нередко заболевание протекает бессимптомно. Иногда больные жалуются на недомогание, лихорадку, боли в правом подреберье, желтуху. В случае тяжелого гепатита может начаться некроз тканей печени. Мы перечислили лишь основные негативные факторы, оказывающие на нее воздействие. На самом же деле их намного больше. Нарушение работы печени могут характеризовать неспецифические симптомы. Поэтому не всегда можно сделать однозначный вывод о том, что пациент столкнулся именно с заболеванием печени. Больные отмечают плохое самочувствие, снижение аппетита, вялость, нарушение стула, частые простудные заболевания, повышение склонности к аллергическим реакциям, кожный зуд, раздражительность. Среди специфических признаков нарушения можно выделить боли в правом подреберье, ощущение тяжестей, дискомфорта в животе, тошнота, чувство горечи во рту. Ярчайшим признаком, указывающим на наличие заболевания печени, безусловно, является желтуха. Изменение цвета кожных покровов и слизистых. Это связано с накоплением в крови билирубина. Так как симптомы заболевания печени не всегда специфичны,
При появлении перечисленных признаков необходимо пройти обследование. Ранняя диагностика поможет врачу назначить эффективное лечение и максимально восстановить функцию печени. Мы понимаем, когда начинаем болеть. Если мы хотим долгую жизнь с яркими красками, тогда нам нужно беречь наше бесценное здоровье. Потому что когда человек болеет, мир становится тусклым. Спасибо за то, что вы смотрите этот полезный видео. Я надеюсь, все, что я сказала в данном ролике, не будет пропущено мимо ваших ушей, и вы будете оставаться здоровыми. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Я очень старалась доступным языком объяснить все.